5000 рублей – мой первый гонорар на фрилансе. Но теперь за проект мне доверяют бюджеты больше 1 000 000 рублей. И я не хочу сказать, что фриланс это простой способ заработка, но если ты хочешь им заняться, то за 6 минут я предложу свой вариант, как идеально начать и не сбиться с курса. Самый главный вопрос: сколько нужно иметь денег в запасе, чтобы уйти на фриланс и не умереть с голоду? Во-первых, нужно посчитать, сколько денег вы тратите в течение месяца, какие затраты у вас обязательные. Узнаете цифру и умножаете на 6. И вот именно 6 месяцев столько нужно времени для того, чтобы спокойно наработать свое первое хорошее портфолио, разобраться в сфере, понять, как работать с клиентами, как с ними общаться, как отстаивать свой ценник, называть стоимость за свои услуги и так далее. И при этом вы будете иметь возможность отсеивать неадекватных клиентов. Это крайне важно, так как это ваши первые шаги и первый опыт, он создает впечатление о всей сфере в целом. Представим обратную ситуацию. У вас дешевый клиент, плохое общение, нет денег, и вы не можете от него отказаться. Вам через неделю платить за аренду, либо там за еду, либо за еще что-то, и вы обязаны взять этот проект. Это самое худшее, с чего в принципе можно начать работу в любой сфере. И вот теперь, где брать первые заказы, как общаться с клиентом, когда у вас нету никакого портфолио, вы никогда с клиентом не общались. Во-первых, это точно уроки на YouTube. Первое портфолио делается просто по туторам. Огромное количество материалов обучающих есть на YouTube, потому как снять коммерческий ролик, начать работать в SMM, делать 3D-графику и так далее. И вот как раз таки здесь вам потребуется то самое время, о котором я говорил в самом начале. Чтобы понять, как вообще в целом устроена сфера, сделать свою первую работу, месяц-два вам потребуется. Много здесь тоже переусердствовать нельзя. 2-3 работы получаете себе в портфолио, которое вы сделали с обучалок, и здесь уже можно начинать выходить на первых клиентов. А первые клиенты это в чатах Telegram, ссылки на которых я оставил у себя в своем Телеграме, можете посмотреть, где я искал раньше заказы. Заходите в чаты, смотрите запросы, откликаетесь, и самое главное в самом начале здесь не ломить цену и не стараться заработать на клиентах. Ведь в таком случае у вас будет, помимо стресса от того, что как бы лучше сделать работу, у вас будет стресс еще ответственности чрезмерный, когда вы понимаете, что вы не профессионал, но взяли много денег, и вам нужно сделать это хорошо, а хорошо вы не можете, потому что еще не умеете. Это, короче, будет вас просто сжигать, и этот лишний стресс нафиг вначале не нужен. Вы можете спокойно для себя сказать, что первые работы вы делаете на энтузиазме. Просто за очень небольшую сумму делаете, чтобы набрать свое портфолио, и все. И клиенту не говорите о том, что вы голый новичок и не разбираетесь вообще ни в чем, потому что с вас эта ответственность никак не снимет, а работу нужно будет делать все равно полноценно, от вас он ждет результат. Соответственно, потратьте лучше это время и внимание на то, чтобы сделать максимально хорошую работу. Просто заложите побольше времени на все. И вот теперь самое интересное. Вот вы уже понимаете, как работать. Вы погрузились в сферу. У вас есть несколько коммерческих проектов, хоть и самых дешевых, но тем не менее. У вас есть портфолио. Как начать на этом зарабатывать? Как назвать клиенту стоимость, чтобы не придешевить и при этом не обделаться от страха? Тут тоже потребуется то самое время из вашей подушки безопасности. Во-первых, посчитайте, сколько минимум вам нужно зарабатывать. Не сколько бы вы хотели, а сколько вот реально минимум вам нужно в месяц зарабатывать, чтобы остаться на плаву. Теперь посчитайте, сколько полноценных рабочих дней вы готовы тратить в месяц на эту работу. И поделив эти две цифры, вы понимаете, сколько стоит ваш рабочий день. Приведу пример. Допустим, вы начинающий 3D-артист. Вы хотите зарабатывать для начала 50 000 рублей в месяц на фрилансе. И вы готовы на это тратить 20 рабочих дней. Соответственно, ваша рабочая смена стоит 2500 рублей. И вот, к вам пришел клиент, говорит: я хочу 3D-ролик на 10 секунд. Вы просчитываете его, понимаете, что его сделать сможете примерно за 10 дней. Соответственно, 10 умножаем на 2,5, 25 000 рублей будет стоить этот ролик для вас. И не нужно бояться называть эту стоимость, потому что это минимальная стоимость, по которой вы готовы работать. И, естественно, с каждым хорошо выполненным проектом у вас будет расти аппетит, с 50 000 вы пойдете до 100 и так далее, и так далее. И вот теперь, когда вы решили свой вопрос с финансами, как на этом начать зарабатывать, приходит другая огромная проблема – это вопрос выгорания. Как выстроить свой рабочий день так, чтобы вы не погибли во время работы или не превратились в ночную сову? У меня была такая проблема, в какой-то период я просто работал каждый день, у меня не было перерывов, не было выходных, и я просто потерялся во времени реально. Я не знал, какой сегодня день недели, сколько сейчас времени, я просто сидел дома в темноте, работал с Ксюшкой, это был страшный период. И ситуацию спасло очень строгое правило – это выходные в субботу и воскресенье. Во-первых, мы
стали более здоровые, более живые, потому что стали отдыхать. А во-вторых, когда ты понимаешь, что субботу, воскресенье ты отдыхаешь и ни в коем случае не работаешь, ты понимаешь, что к пятнице ты обязан сделать все свои дела, и ты вместо того, чтобы растягивать работу, прокрастинировать какой-то период, ты прям стараешься уложиться к пятнице. Ни в коем случае нельзя объединять неделю в один поток, потому что вы тогда просто сольетесь с этим временем и потеряете счет. И вот мы переходим на новый этап. Вы уже знаете, как работать, где искать клиентов, как общаться с клиентами, как продавать и все такое. Но здесь приходит огромная проблема отсутствия роста. То есть он сильно замедляется. Огромное количество специалистов попадает в эту ловушку. И таким образом, те, кто брали камеру в руки, начинают всю жизнь снимать свадьбы, например. А они раньше мечтали снимать рекламу или кино. СММщики погружаются в десятки неинтересных заказов, в которых они не растут, и их просто уже тошнит от этого. И я сам попал в такую проблему. У меня работы последние стали очень похожи друг на друга. Хотя чек вроде как растет, уровень растет, но прям резкого роста, как раньше, его нет. И что я сделал? Я решил на ближайшие 6 месяцев отказаться вообще от всех заказов, полностью уйти на YouTube и снимать так, как я сам хочу. Не как видит клиент, какой бы клиент хотел ролик и так далее, а делать только, что я хочу. Реализовать свой творческий потенциал, который стал угасать. Потому что вообще в конечном счете я ушел в продюсирование, перестал снимать, чтобы зарабатывать больше денег, и это еще больше стало меня губить. И вот теперь я на ютубе, я снимаю ролики, какие хочу, рассказываю, что хочу, и Ксюшка тоже помогает мне создавать ролики и тоже реализовывать свой творческий потенциал здесь. Теперь, как это должно помочь по моей логике? Во-первых, у тебя просыпается снова тот творческий азарт. Когда тебе хочется что-то попробовать, то что-нибудь такое интересненькое сделать и удивить зрителя. И в таком состоянии, конечно, ты снова начинаешь изучать, погружаться в сферу, придумать какие-то новые инструменты, и это тебя прокачивает. И вот в качестве профилактики на будущее я понял то, что мне нельзя делать только коммерческие проекты. Обязательно нужно делать и творческие. Вот для меня это YouTube, ну и будут, может быть, какие-то еще дополнительные ответвленные проекты. То есть глобально фрилансерский путь можно разделить на 3 этапа. Первый – это этап становления, когда ты учишься и пытаешься понять, как зарабатывать на этом. Второй – ты уже стоишь на ногах и растешь. И третий – ты начинаешь перегорать, и у тебя замедляется рост, и тебе нужно преодолеть этот период. И я сам сталкиваюсь с этими проблемами. С какими-то я уже разобрался, с какими-то разбираюсь. И вот углубленно, как я прохожу этот путь, весь свой опыт я рассказываю у себя на Бусти, поэтому подписывайся. И, конечно, самое ценное – это заниматься тем, от чего ты по-настоящему кайфуешь. И надеюсь, что мой опыт поможет тебе в этом начать.